Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро расклад «Цыганский пасьянс», Лилит или «Черная луна в весах». С 29 июня 2024 года по 27 марта 2025 траектория перемен. Лилит или «Черная луна» – это олицетворение того, что мы надежно прячем от чужих глаз. Это то, что мы хотим осуществить, но никому не говорим. И это прекрасный период, как новая точка отсчета в последующих переменах эпохи Водолея. Это дистанция, которую мы не сможем прожить, мы не живем 1000 лет, но нам с вами довелось именно эту эпоху перемен застать, и самое начало этой эпохи для нас тоже переломный момент, потому что мы чувствуем, как пространство вносит свои коррективы в нашу жизнь. И от того, как наше внутреннее состояние согласуется с обстоятельствами нашей жизни, то где-то качество жизни мы и получаем. Лилит в весах. Мы знаем, весы – это дипломатия и это баланс. Лилит может обнажить некоторые аспекты нашей жизни за период транзита. И для того, чтобы более гармонично вписать наше желание, нашу мечту в реальность жизни, от того, насколько мы будем честны, откровенны с самими собой, будет зависеть вот та траектория, которую мы изберем в конечном итоге, качество жизни. Судьба нам всегда дает возможности. Это представьте на минуту, как вы собираетесь приготовить восхитительный десерт. И вам судьба дает сырые ингредиенты. Она вам дает муку, сахар, молоко, фрукты. Она вам также даст горчицу, перец и соль. И от того, как вы распорядитесь всем этим, от того, что вы выберете, в каких пропорциях вы будете это использовать, зависит качество жизни. Поэтому от наших действий, от нашего правильного выбора будет зависеть наше собственное счастье. Давайте узнаем на картах цыганского пасьянса, которые у меня очень давно, каковы события этого периода или что в вашей жизни будет как вопросы или какая-то сфера или основные направления, с которыми вы можете столкнуться и придется решать или как раз принимать это решение и делать это сбалансированно, вносить гармонию в те или иные направления или то, что вы хотите осуществить, сферы жизни. Я смотрю на карты внимательно, и вы, мои дорогие львы и львицы, смотрите тоже. Если я что-то пропустила, напишите, мы обсудим. Сомнения будут, тревога какая-то, она может присутствовать, по крайней мере, в самом начале нам выпадает это значение, и значит где-то период июля, будем говорить, он еще может быть в сопровождении каких-то внутренних таких диалогов, а правильно ли я поступаю, а нужно ли мне этим заниматься, а тот ли человек рядом со мной. Но это не продлится долго, потому что буквально сразу перемены врываются в вашу жизнь. И для вас, мои дорогие львы, вторая половина 2024 года – великолепный период уделить внимание самим себе, вот как раз направлению своей мечты. И финансы – это где-то, ну, наверное, основной такой момент, который будет побудительным мотивом для себя отстроить вот это самое качество жизни. Быть уверенным, ведь деньги – это у нас один из способов взаимодействия с миром. Так вот, чтобы быть уверенным в сегодняшнем дне и в дне завтрашнем, себе где-то не навредить. И вот эти перемены, тут действительно что-то будет происходить важное, но, конечно, от ваших приложенных усилий будет зависеть очень много. Или от того, какой же ракурс вы выберете. Мы идем дальше, смотрим. Вот куда-то вы закроете путь навсегда, от чего-то вы откажетесь. Возможно, вы скажете «нет» каким-то людям. Вы можете сменить свое окружение. И планетарно, кстати, оно тоже где-то проигрывается по небесному расписанию.
тем, которые вас подводили, тем, кому не следует доверять, тем, кого вы определите как недостойных своего внимания. В конечном итоге, когда вы закроете вот таким персонажем, может быть, прежде вы участвовали в чьей-то жизни, может быть, кому-то помогали, а в ответ получили черную неблагодарность. Все это будет вами подытожено, и в итоге будет способствовать больше вашей уверенности. Карта якоря, значение, точнее, якоря. Вот такие перемены, которые закрывают путь к какому-то негативу, закрывают, по сути, путь вот этим сомнениям, тревогам, какому-то, может быть, переосмыслению. Вот Лилит, она же так вот и проигрывается в вашем знаке зодиака, когда то, о чем вы никому не могли рассказать, то, чем вы не могли поделиться, оно теперь будет вами как-то переосмыслено в совершенно новой концепции и отпущено, мои дорогие. Это правда. Мы понимаем, признаем какие-то собственные ошибки, анализируем и идем дальше, а прошлое оставляем в прошлом. И карта якоря как раз олицетворяет все то, что я сказала. Переходный момент и сами по себе перемены об этом нам говорит карты старинного пасьянса. Давайте будем смотреть, что у вас еще совпало. И ведь это уверенно счастливые перемены, когда вас будет что-то вдохновлять, радовать. Или это могут быть такие перемены, все же перемены, когда меняются, мои дорогие львы и львицы, все сферы вашей жизни. Может быть, вы намечаете изменить что-то одно, предположим, работу, но это окажет на вас такое влияние и потянет за собой все остальные аспекты ваших жизненных направлений. Давайте на картах Таро раскроем это значение. Что нам еще подскажут карты? Этот период, Лилит или черная луна в весах, что для львов и львиц означает этот период? А вот когда то, что я говорила, внутренние сомнения, внутренние страхи, какое-то разочарование, это карта того, чего нет, девятка мечей. Когда вы на что-то закрывали глаза, когда вы сами себе наступали на горло собственной песни, потому что обстановка того требовала, или вы никак не могли на что-то решиться, изменить направление, может быть, как-то принципиально. У кого-то это будет действительно связано либо через личную жизнь, когда вы проститесь с тем партнером, который в вас как-то действовал деструктивно или добавил вам вот этих сомнений ненужных, тревог, отрицательных эмоций. Все, карта подтверждает, в принципе, те значения, которые выпали на пасьянсе. И вы открываете уже глаза, вы видите другую реальность, и вы можете себе сказать в этот период, кстати, не раз, а чего же я так долго ждала? Или, а почему вот... Что меня заставило закрыть эти глаза? Или, наоборот, мешало увидеть эту реальность? Вы себя увидите иначе. Вы сами себе поможете. Сами в себя добавите нового вдохновения и чувства свободы и интереса в жизни. И жизнь заиграет совершенно другими красками, если прежде было что-то более мрачное или где-то белое и черное, а вот теперь будет в полутонах, когда, можно радоваться многим нюансам и действительно многие сферы жизни после того, как мы словно прозреваем. Для нас жизнь становится прекрасной и удивительной. Давайте мы посмотрим, что еще. Опять перемены. Карта колесницы – это перемены, счастливые перемены. У кого-то поездки, у кого-то сама по себе работа связана с перемещениями. Или это когда игра жизни нас завораживает. По колеснице нам нравится жить. Мы чувствуем жизненный ритм, мы готовы к каким-то неожиданностям, безусловно, по карте колесница. Мы легко отказываемся. Вот очень большой плюс в этой карте, когда мы отказываемся легко от того, что нам мешает жить. Мы освобождаем место для счастливого чего-то, для нового,
для счастливых перемен, для новых возможностей. Освобождая от какого-то негатива свою жизнь, вы открываете врата для тех новых перспектив, которые раскрасят как раз жизнь в совершенно новые краски. Когда поменяют ваше направление, и почему у кого-то может на самом деле состояться переезд, у кого-то через даже личную жизнь. Тут будет очень много аспектов в вашей жизни и судьбе, когда ваша жизнь начинает меняться. Давайте я еще одну карту достану, но все подтверждает. Да, где-то будет Его Величество выбор, где-то могут быть еще сомнения. Может быть, где-то придется подождать. Все же эта карта отчасти где-то, когда мы не решительно ждем удобного случая. Вот этот есть такой посыл. И значит, где-то и судьба может вас испытывать, мои дорогие львы и львицы, насколько вы готовы закрыть в прошлое дверь. Есть такой момент. Может быть, и будут те согласования, которые вам придется еще провести. Об этом тоже где-то может говорить карта, когда мы вынуждены, топтаться на месте. Или учитывать какие-то обстоятельства, потому что, к примеру, вам нужно оформить какой-то документ. Для этого вам нужно провзаимодействовать с теми людьми, которых вы, возможно, не хотите видеть. Но вы должны завершить что-либо или закрыть этот гештальт. И поэтому какая-то доля терпения для вас все-таки она предусматривается. Давайте мы спросим еще, что же это в конечном итоге может означать. А вы не позволите себя провести. Вы не позволите себя обмануть. Вы будете очень внимательны к каким-то мошенникам. Или вы увидите тех персонажей, которые вас обманывали. Вас невозможно будет купить на лесть. И, кстати, планетарно оно тоже так происходит. Может быть, прежде вы могли где-то расслабиться, мои дорогие, потому что принимали внешнее доброе отношение человека за искренность. Это нормально, в принципе. А тут вы понимаете, а нет. Видимо, будет какая-то ситуация, которая вас как раз заставит и задуматься об этом, пересмотреть вашу позицию в социуме или отношение людей к вам. И вам не захочется как купиться на чужой пафос, так и на красивые речи, потому что за ними стоит какая-то чернота. Или когда я не хочу себе навредить, кто-то будет из вас конкретно хитрее, изворотливее, если вас судьба сталкивает с тем уже опытом, как, знаете, то дежавю, когда мы уже этот опыт имеем и не хотим повторения ошибок прошлого. Правда, вы будете, по сути, это возможность быть в энергиях мага, правильно провзаимодействовать. Может быть, будет какая-то тема в вашей жизни, когда вам нужно пройти словно по очень узкому коридору. Да, это не получится сделать такой красивой поступью с широкими жестами. Нет. Но где-то как просочиться, как пройти бочком. Это будет более правильно, нежели себя поставить под удар. И у вас это получится. Вот смена энергетики у вас происходит. И это для вас будет в плюс. И по тройке жезлов это уже новые горизонты, новые возможности. Вот эти самые перемены, мои дорогие львы и львицы, пожалуй, во всех проявлениях жизни. Значит, есть перемены. И смотрите, что-то вы обустраиваете, с чем-то вы разбираетесь. Какие-то вопросы, может быть, по документам вы закроете, обретете вот эту самую стабильность. А дальше на этом перемены не закончатся. У вас еще что-то продолжится, потому что тройка жезлов – это тоже окончание определенного жизненного этапа. И уже новые горизонты, новый кругозор, новые возможности. Возможно, и еще один переезд. И смена последующего статуса. У вас будут перемены продолжаться. Вы какой-то механизм перемен запускаете за период транзита Лилит или черной луны в весах, который в конечном итоге ведет вас к уверенности, к счастью. Может быть, поэтому нам карта так и сказала в общем. Перемены, готовься. И вот эта уверенность, это где-то начальный период. А кто знает, может быть, в 2005 уже году и еще что-то будет меняться, открывая для вас вот такой кругозор или такой горизонт, когда нет пределов для вашего самовыражения и для построения той
концепции счастья, которую вы сами себе запланируете. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.